Какая девочка не мечтала выйти замуж за принца? Но принесет ли такая любовь счастье? Послушайте историю Изабеллы Баварской и узнаете, куда заводят такие фантазии. Маленькая Изабо сидела в угловой башенке своего строгого баварского замка и в 100-й раз представляла свою свадьбу и юношу с изящной короной на голове, что надевает ей на палец кольцо. Она и понятия не имела, насколько ей следует бояться своих желаний. Вдруг в ее комнату вошел отец. Он обнял ее и сказал: «Девочка моя, твоя мать умерла, но я договорился о твоем будущем. Один из мелких немецких князей возьмет тебя в жены, когда ты достигнешь совершеннолетия». 11-летняя Изабелла не слишком расстроилась из-за смерти матери. Герцогиня Баварии редко заходила в комнату дочери, когда была жива. А обещание выдать ее замуж за мелкого князя Изабелла просто проигнорировала. Мечтать о принце было гораздо приятнее. Прошло 4 года, и внезапно в дверь замка постучались чужестранцы. Это оказались послы французского короля. Изабо срочно вызвали к отцу. Она бежала по холодным залам дворца, не понимая, что ее мечты скоро исполнятся. «Девочка моя, к тебе сватается принц Франции. Но я знаю, что короли Шотландии и Кастилии ведут переговоры по поводу замужества своих дочерей. И если выберут одну из них, а тебе дадут отказ перед алтарем, то твое имя навсегда покроется позором. Хочешь ли ты замуж за принца Франции?» Да. «Быть посему». Таким образом, Изабелле выпала карта повозки, в которой ей предстояло провести ближайшие недели. Ее тотчас же собрали и отправили в дорогу. За свои 15 лет она никогда не была за стенами своего замка, поэтому всю дорогу она не могла оторваться от окна. Остановку сделали в Брюсселе, у родной тетушки Изабеллы. Графиня приняла племянницу радушно и, узнав о цели поездки, немедленно устроила проверку гардероба. «Боже мой, бедная девочка, твои наряды совсем изношены и давно вышли из моды. Вот что значит рано потерять мать». Графиня выбрала свои лучшие платья и послала за французскими послами. «Шевалье, умоляю вас проследить, чтобы моя племянница на смотринах выглядела безупречно». На удивление, послы оказались очень ответственными, и, добравшись до Амьена, купили еще одно платье для Изабо по последней парижской моде. В тот же день ее повели к Карлу VI. Ему было всего 17. При первом же взгляде Изабо влюбилась в этого утонченного юношу. Он подошел к ней совсем близко и, глядя ей прямо в глаза, нежно сказал: «Я мечтаю только об одном, чтобы вы как можно скорее стали моей женой». Свадьбу отпраздновали в июле. Так Изабо стала королевой Франции, а ее мужа, на тот момент уже ставшего королем, стали называть Карлом Возлюбленным. Казалось, что жизнь Изабеллы будет безоблачной. Она быстро родила королю наследника и еще 3 детей, и была так занята этими хлопотами, что даже не обратила внимания на странную историю с ее мужем. Он со своим войском ехал по лесу недалеко от Лемана и вдруг напал на своих рыцарей с криком: «Вперед, вперед на предателей!» и успел убить одного из них, пока короля не повалили на землю и не успокоили. Тут следует сделать одно пояснение. Короли в те времена были вынуждены из поколения в поколение жениться на своих родственницах. Да, иногда это было очень далекое родство, но даже это помогало накапливаться генам, которые вызывали серьезные медицинские проблемы. Болезни аристократов были очень коварными. Например, это могло быть малокровие, как у цесаревича Алексея в России в начале 20 века. Но Карлу VI выпала карта безумия, и с каждым годом становилось только хуже. Однажды он поджег людей прямо на балу. И даже сам чуть не сгорел при этом. Но хуже всего, что он перестал узнавать Изабеллу, обращался и с ней, и с детьми все ужаснее. Бедная Изабо не понимала, что ей делать. Она хотела всего лишь быть хорошей женой. В редкие дни просветления Карла она продолжала оставаться с ним, чтобы рожать ему детей.
И иногда это заканчивалось отвратительными сценами и даже избиением королевы. Кто эта омерзительная женщина? Почему она смотрит на меня? Срочно уберите ее! Кричал король в припадке безумия. Несмотря на все это, Изабелла родила королю 12 детей. Но дела не шли лучше. Дни умопомрачения Карла становились неделями, а недели месяцами. Впрочем, король не возражал, чтобы королева решала вопросы государства, пока он сам не мог. Так Изабо выпала карта императрицы, ей пришлось управлять Францией. Она металась между герцогом Людовиком Орлеанским и герцогами Бургундскими, пытаясь предотвратить гражданскую войну. Но тем временем заболел ее старший сын, наследник престола, и вскоре умер. Толпа на улицах бушевала, обвиняя ее в смерти наследника. А вскоре умерла еще и дочь. Гражданскую войну было уже не остановить. Совсем недавно процветающая Франция погружалась в темные времена. На бедную Изабо грязь лилась со всех сторон. Бургундцы распускали слухи, что она любовница Людовика Орлеанского, когда она была на его стороне. Людовик Орлеанский выкрал ее из дворца и посадил в тюрьму, когда она встала на сторону бургундцев. В стране царило беззаконие и непрекращающаяся резня. И хуже всего, что ее дети один за другим погибали, не дожив до 16. Изабелле оставалось только рыдать на их могилах. Тем временем герцог Бургундии Иоанн Бесстрашный убил Людовика Орлеанского, а сын Изабеллы, наследник престола, доживший до совершеннолетия, будущий король Карл VII убил герцога Бургундского, прекратив тем самым войну, но и лишившись из-за убийства престола. И Изабо пришлось лично подписать право наследования в пользу короля Англии, который был мужем ее дочери. Вскоре Карл VI, ее безумный муж, умер. Но еще раньше умер ее зять, английский король. Наследником короны теперь стал ее внук. А тем временем во Франции бушевала война. Войска Жанны д'Арк штурмовали Париж, пытаясь вернуть трон Карлу VII. Изабелла в бессилии смотрела на штурм города из окна дворца. Она постарела и была всеми брошена. Впрочем, Париж не пал, а через пару лет в город вошли войска ее внука, которого она увидела с балкона дворца и не смогла сдержать слез. Вскоре Изабелла умерла. Из ее 12 детей ее пережили только 5. Мрачный жрец собрал богатый урожай. Оставленных Изабеллой денег не хватило даже на похороны, поэтому ее тело погрузили на корабль и отвезли в монастырь Сан-Дени, который и оплатил погребение. Уже после смерти Изабеллы, ее сын Карл VII вернул себе трон, забрав его у собственного племянника. Но Изабо уже не суждено было об этом узнать. Она умерла, думая о том, что ее мечты о принце закончились ужасной катастрофой для целой страны и для ее несчастных детей. Да, мечты о принце могут оказаться не тем, что вы думали, но это не значит, что от них стоит отказаться. А вот к чему точно стоит подготовиться, к неожиданным поворотам колеса фортуны. И заранее научиться самой принимать решения в нужный момент.